Я — рыбы. И я просто хотела спокойный день, но звезды решили иначе. Предисловие. Меня зовут, пусть будет рыба. Не потому, что я скрытная, а потому, что мне лень придумывать псевдоним. Сегодня я проснулась с одной, простой мыслью. Хочу обычный день. Без знаков судьбы, драм и попыток Вселенной намекнуть, что мне пора что-то изменить. Проснулась я от того, что мой кот уронил кружку со стола. Как оказалось, чашка была не одна. Да еще и вытащил цветы из вазы. Я сразу поняла, это был знак. Какой, я не знала, но рыбы без знаков не живут, так что я сразу поняла. Что-то случится. Проблема в том, что что-то подобное у меня случается каждый день. Пока я собиралась на работу, мне пришло 4 сообщения. Первое от подруги, она весы. Я опять не знаю, что выбрать, совсем растерялась. Помоги. Второе от бывшего парня. Ты сегодня мне снилась. Третьим было сообщение от начальника. Нам нужно срочно поговорить. И четвертое от мамы, голосовое на 3 минуты. Я даже не слушала, но уже стало тревожно. Я, как настоящие рыбы, решила, что все это связано. Бывший думает обо мне. Весы что-то почувствовали. Мама хочет о чем-то предупредить, а серьезность начальника все усугубляет. Логика отличная, как у шамана с бубном на кофеине. Глава 2. Дорога, в которой участвует судьба. Выхожу из дома. На улице дождь. Ну, конечно. Когда же у рыб бывали истории на фоне солнечного дня? Шагнула в лужу, оказалась глубокая. Прямо до щиколотки. Я остановилась, посмотрела на небо и сказала: «Вселенная, ну давай уже. Скажи мне, что ты хочешь». Небо молчало, но моя мокрая нога кричала: «Холодно». Я поехала в метро. И там, в середине вагона, увидела сидевшего симпатичного парня. Он был весь такой опрятный, в сером драповом пальто, с легкой небритостью и в очках. Ох, вздохнула я. Это не просто мужчина, это мужчина моей судьбы. Я поняла это по 3 признакам. Он держал книгу «Мы, рыбы, любим умных». У него были грустные глаза, а мы любим таких лечить от душевных ран. Он был занят своими делами, и сразу хотелось его внимания. Я убедила себя, что это знак. И что если Вселенная действительно хочет мне помогать, а значит, она даст еще один. Следующий знак, он чихнул. «Ну все, это любовь», — подумала я. Глава 3. Работа, где все идет в сторону драмы. Рабочий день начинался как обычно. Кофе, немного разговоров и сплетен. Я, естественно, пожаловалась на погоду, холод и промокшие ноги. О том, что было в метро, решила на работе не рассказывать. Личное все-таки. А дальше погрузились в рутину рабочих будней. Звонки, документы и все такое. Проверив пару отчетов, я засмотрелась в окно. И тут услышала фразу, которую рыбы слышат чаще, чем комплименты. Ты где вообще летаешь? Все. В голове я уже начала строить теории, меня увольняют. Меня не увольняют, а хотят нагрузить. Меня хотят повысить. Меня хотят уволить после того, как нагрузят. Через пару минут все выяснилось. Рыбы, ты отправила важное письмо клиенту, но перепутала адресат. Из-за этого ключевому клиенту не пришло уведомление о нашей бонусной программе. Ой, Как ты это объяснишь? я немного запуталась. Вы знаете, сейчас Меркурий, это, как вам объяснить? Ретроградный. И магнитные бури. Ну да. Скажи ему, своему Меркурию, чтобы в следующий раз тоже проверял, куда он сообщение отправляет.
Как оказалось, по счастливой случайности, тот клиент, который получил письмо, был старым клиентом. Получив письмо, он решил возобновить с нами сотрудничество после некоторой паузы. В общем, все обошлось. Так что я принялась за работу, поглядывая периодически на дождливую погоду за окном. Иногда вспоминая о том парне в метро. Глава 4. Рыбы и судьба. Бой 1 на 1. К обеду мне написала подруга. Давай встретимся. Она, кстати, Овен. На ее языке это значит: Я уже возле твоего офиса. Так что поднимай свою задницу и вылазь поскорее. мы сели в кафе. И я начала рассказывать ей про мужчину в метро, знаки судьбы, лужу, кота и то, как Меркурий виноват, и что я чуть не влипла на работе. Она слушала примерно так, как хирург слушает поэта, который объясняет анатомию метафорами. Ой, рыба, ну с работой все понятно. Ничего страшного. Главное, что обошлось. А насчет парня? Может, тебе он просто понравился? И не нужно сюда приплетать судьбу. «Нет», — ответила я, — «это точно судьба». Ага. Ты не знаешь ни его имени, ни где он живет. И вообще. А судьба знает, что у тебя даже номера его нет? Видимо, еще не знает. Ой, рыба. У тебя все так запутанно. Как ты вообще живешь? Мы еще немного посидели и разбежались по своим рабочим делам. Остаток рабочего дня был обычным. Только я все думала о знаках и что мне с этим всем делать. Глава 5. Вселенная дала свой ответ. Вечером я возвращалась домой. И, к своему удивлению, я увидела того самого мужчину снова. Он шел по другой стороне улицы. И вот он, долгожданный знак. Ну все. Точно судьба. Он посмотрел на меня. Я смотрела на него. Мы оба стояли под дождем. Воздух был зыбкий, романтичный, как в фильмах. И тут он споткнулся. Просто так, на ровном месте. Ему стало очень неловко. На лице была растерянность и немая фраза. Остановившись на светофоре, чтобы перейти улицу, я смотрела на него, не отводя глаз. Он тоже стоял напротив. Загорелся зеленый свет светофора. Люди начали идти. Я на секунду замерла. Вот он, главный момент дня. Мой трепет зашкаливал. Я шагнула вперед. Я надеюсь, никто этого не видел. И я сразу все поняла. Вселенная сказала мне: девочка, это обычный человек. Не надо романтизировать каждого, кто чихнул рядом с тобой. Эпилог. Ну что, это был простой обычный день рыб. Знаки судьбы, лужи, бывшие парни, странные совпадения, подозрительная вселенная и один непростой вопрос. Почему все так ощущается? Потому что иногда, чтобы почувствовать себя рыбой, достаточно одного простого факта. Мы создаем драму сами. Но делаем это так красиво. Это мы рыбы. Мы такие. Мы прекрасные и загадочные. Роли озвучивали. Рыбы, рыбы. Овен, овен. Парень в метро, какой-то мужик. Начальник, говнюк. Закадровый голос Джим Золтер.